Здравствуйте, уважаемые зрители! В прошлом видео мы говорили о том, что такое транзистор, и на примере транзистора ERF3205 разобрались, как его подключать к Arduino и управлять яркостью светодиодной ленты. В этом видео мы будем управлять плавным включением освещения, работающего от сетевого напряжения 220 вольт. Для этого мы будем использовать уже готовый модуль сетевого диммера на основе семистора BTA16 с детектором нуля. Вначале небольшой обзор самого диммера. У диммера есть вход для подключения сети 220 вольт и выход для подключения проводов нагрузки. В центре модуля размещен семистор BTA16, соединенный с алюминиевым радиатором. На противоположной стороне от клемм 220 вольт размещены пины для управления модулем с помощью микроконтроллера. А именно для подключения 5 вольт, для подключения земли. Zero Cross – это у нас детектор перехода синусоиды переменного тока через ноль. И PWM – это пин для получения шим-сигнала от микроконтроллера. По характеристикам данный модуль может управляться логическим шим-сигналом 3,3 вольта и 5 вольт и выдерживать постоянный ток сетевого напряжения 2 ампера и в пике до 5 ампер. Ссылка на модуль будет в описании к видео. Подключение сетевого диммера к Arduino осуществляется согласно представленной схеме. Пин PWM модуля подключаем к 12-му пину Arduino, а пин ZC модуля Zero Cross подключаем к пину номер 2, так как это один из двух пинов Arduino Uno, который поддерживает аппаратное прерывание. Для изменения яркости лампы я буду использовать потенциометр на 10 кОм, ножку номер 1 которого соединяем с землей, ножку номер 3 с питанием 5 вольт, а ножку номер 2 соединяем с аналоговым пином А0 Arduino. Для управления сетевым диммером мы возьмем уже готовую библиотеку, которую скачиваем с официальной страницы производителя на GitHub. Ссылка на библиотеку есть в описании к видео. И в меню Sketch подключить библиотеку, добавить zip-библиотеку, открываем скачанный файл. Далее идем в меню Файл, Примеры, RBD Dimmer и выбираем Sketch Simple потенциометр. Единственное, что изменим в этом скетче, это значение 4 и 5 аргумента функции map, чтобы в крайнем левом положении регулятора потенциометра лампа не горела, а при вращении регулятора потенциометра яркость лампы плавно увеличилась от 0 до 100%. Либо можно поменять местами подключение плюса и земли у потенциометра. Загружаем скетч в Arduino и видим, как при вращении регулятора яркость лампы увеличивается. В данном случае я использую лампу накаливания на 60 Вт. Можно также использовать люминесцентную лампу или светодиодную. Вот только когда мы выкручиваем регулятор потенциометра в крайне левое положение, лампа вместо того, чтобы погаснуть, снова загорается. Откроем монитор порта, куда выводится текущая яркость в процентном отношении. И видим, что такое мерцание начинается при 2% яркости и сохраняется до нуля. В функции map изменим 4 аргумент с 0 на 3. Теперь в крайне левом положении регулятора потенциометра лампа не горит и не мерцает. Есть и другой вариант, который мне даже больше нравится. Если открыть страницу библиотеки сетевого диммера на GitHub, то в описании есть такая функция Dimmer Set State, которая включает и отключает диммер. Dimmer Set State On включает модуль, а Dimmer Set State Off выключает модуль. И еще есть функция Dimmer Get State, которая возвращает 1, если модуль включен, и 0, если модуль выключен. Перепишем наш скетч и сделаем при соответствующем условии более 2%, что модуль будет включен, а при несоответствии отключать модуль. Загружаем скетч в Arduino и видим, что все работает, как и в прошлом случае.
В закомментированных строках скетча указано, с какими платами может работать данная библиотека. Здесь вся линейка Arduino, ESP8266 и ESP32. Микроконтроллеров семейства Atotini в этом списке нет, и подружить этот сетевой диммер с Atotini мне не удалось. Впрочем, впоследствии я нашел комментарий производителя или продавца этого модуля, что данная библиотека не поддерживает микроконтроллеры Atotini. Ну и не больно надо. В следующем видео я расскажу, как подключить этот модуль к Atotini 85 и с помощью него управлять яркостью лампы накаливания. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!